То есть я сейчас являюсь, как это называется, соискателем на беженство. Соискателем на беженство, да. В общем, это примерно такая процедура. Ты идешь в миграцион местный, подаешь заявление о том, что ты хочешь получить здесь убежище, тебе назначают дату твоего интервью, когда твой кейс вообще будет, в принципе, рассмотрен, но на это время тебе дают такую карточку. И у меня еще так получилось, что я успел до декабря прошлого года, 22 года, не прошлого года, 22 года. Тогда еще все карточки получали как бы по старым правилам, и мне дали карточку с разрешением на работу на 2 года, которую я должен обновлять каждые, вот, собственно, там, 2 года. Всем привет, это Коста-Рика, и мы встретились с Денисом. Сегодня он расскажет, как он здесь оказался. Поехали. Денис, скажи, пожалуйста, почему Коста-Рика? Ой, наверное, самый частый вопрос, который меня здесь вообще все спрашивают, и местные, кстати, в том числе. У меня история примерно такая. Вообще о Коста-Рике я ничего не знал до там определенного момента в своей жизни. Про Коста-Рику мне рассказал мой друг, который переехал сюда немножечко раньше меня. Он переехал, насколько я помню, примерно в апреле-мае 22 года. Вот. И, собственно, таким образом вообще от него я узнал, что есть вообще такая страна Коста-Рика, узнал всю какую-то базовую информацию. И, скажем так, после событий 22 года, соответственно, как и многие, наверное, я искал какой-то вариант, где можно продолжить свою жизнь, куда вообще можно поехать. И одним из вариантов, разумеется, стала Коста-Рика, поскольку уже был прецедент вот от моего друга. Узнав определенное количество информации, это стало вообще одним из самых основных вариантов. По многим по-настоящему пунктам. Во-первых, не так уж много стран разрешили бы вообще въехать. Мне, в принципе, как человеку с паспортом российским. Я имею в виду, то есть среди безвизовых стран. А ты в каком году приехал? Я приехал в 22 году. В ноябре 22 года, собственно, как и огромное количество мужчин, по вполне, скажем так, известным обстоятельствам, которые произошли в сентябре. Я был просто, наверное, тоже вот одним из тех, кто после 21 сентября очень резко вдруг решили уехать из страны. И, соответственно, путь мой просто занял больше немножко, наверное, чем бы он мог занять, да. По, в принципе, опять же, очевидным причинам. В те времена билеты безумно сразу, скажем так, выросли в цене. Вот. Но мне, наверное, грех жаловаться, потому что я успел. Я успел купить, во-первых, довольно хороший билет из России. А на тот момент это, в общем-то, было, примерно так. То есть это была такая как паника. Это было прям 21 числа в этом районе где-то там, то есть объявили, значит, мобилизацию, я как помню, утром. И вот я примерно начал искать в районе где-то 2 часов вот билеты, может быть, даже раньше. Мне потребовалось несколько часов, чтобы прийти в себя, чтобы принять такое решение. То есть это были часы, не дни, никакие часы. И вот начал искать билеты. Как я помню, первый билет до Стамбула стоил 18 тысяч. Я такой думаю, классно, покупаю. Пока покупал, он продан. Обновляю буквально через минуту. Уже 45 тысяч стоит билет. Я так, окей, понял. Искал дальше. Потом я отчаялся. Все билеты, которые пытался купить, проданы в процессе. И, соответственно, там была такая кнопочка в приложении «Куда-нибудь». Куда-нибудь? Да, уехать куда-нибудь. Нажал на эту кнопочку, и мне попался билет до Киргизстана, до Киргизии. До Бишкека через город Оша. Я, по-моему, его купил что-то в районе там со всеми страховками, которые я просто понатыкал, вообще просто все по дефолту. Что-то в районе 40, по-моему, 50 тысяч, что-то такое вышло. То есть у меня еще более-менее по-божески вышло, учитывая тамошние цены. Как я потом выяснил в процессе при путешествии, было, конечно, это, оказывается, была очень хорошая цена, потому что ребята, с которыми я потом летел, с ними там общались, многие покупали за гораздо больше деньги, за гораздо. А ты попал в списки на мобилизацию? Нет, но, скажем так, у меня на тот момент уже был военный билет. Я поимел такую глупость, как вообще встать, скажем так, на учет по месту проживания. Хоть я до этого был там у себя сначала на родине.
Вот, в Москве встал, буквально, вот, скажем так, получил военный билет. И у меня в военном билете, вот прям черным по белому, группа здоровья А1. И почему-то я так и не понял, хотя я не служил, военная специализация у меня была водитель. Не знаю, по какой причине мне ее поставили. Может быть, потому что у меня были права или что-то. Вот они взяли просто и написали «водитель». И как бы вот когда объявляют, кто там в первую очередь должен быть призван в рамках этой частичной мобилизации, водитель. Я такой, ну все понял, окей, группа здоровья 1, я водитель. Так, ребят, не, я в эти игрушки не играю, тем более, как бы, вот у меня он буквально был рядом с домом, там, не знаю, метров 300 от дома, военкомат. Ну, ребят, типа, нет, извините, я в это не играю. Вот. И да, именно по этой причине, как бы, я не стал, как говорится, дожидаться чего-то плохого, уже прям, когда уже, чтобы там, как говорится, петух жареный, как говорится, клюнет, и все. Уехал, я сначала уехал один. А ты сам откуда родом, ты сказал, вот на родине? Я сам родом из города Томск, из Сибири. Там я жил, учился, потом поехал учиться в Подмосковье. Учился в Подмосковье, это такая была сложная история. Потом вернулся обратно назад на родину, там еще поучился. И потом обратно приехал в Москву уже жить, работать и так далее. То есть у меня примерно такая вот история. Туда-сюда, туда-сюда. Но по итогу, да, последние 5 лет я жил в Москве. Жил, работал в Москве. Вот, как-то так. Так по поводу Коста-Рики. Ты попал сюда быстро-быстро? Нет, к сожалению, нет. Или, к счастью, даже не знаю. Из Киргизии, куда я, собственно, прилетел. Очень достаточно быстро я оказался в Алмате, поскольку Алмата для меня гораздо такая ближе. Я там провел очень много времени в детстве. У меня оттуда отец родом. Там были друзья, у которых я смог остановиться и пожить. Потому что в то время, я думаю, тоже все знают, те, кто в курсе, что в то время в Алмате тоже, ну, в смысле, я просто жил конкретно в Алмате, но вообще в целом по, скажем так, вот на Казахстану тоже жить было довольно трудно из-за цен, потому что, ну, приехало большое количество людей, соответственно, цены выросли там тоже на ренту, на все просто колоссально, то есть там снять какую-то обычную квартиру столько, сколько в центре Москвы было. Вот. Слава богу, да, были у меня друзья, которые очень сильно мне помогли, за что я им вообще безумно благодарен. У них пожить, и у меня получилось буквально в первые недели, пока я там оформлял все документы, чтобы банально хотя бы открыть банковские счета, потому что это была огромная проблема. Я нигде ни за что не мог платить своими картами. Вот. И в этом процессе искали билеты. Мы все вместе, я и моя жена. Вот. Искали. И она каким-то чудом нашла билет за, получается, месяц как бы вперед в Коста-Рику из Алматы. Билет был... Это прямой рейс? Нет, прямых таких рейсов, я так полагаю, не бывает. У меня было 2 пересадки, но самое главное, что это был как бы единый билет. То есть я сдал багаж в Алмате, получил его здесь в Сан-Хосе. Это было очень важно, поскольку у меня был перелет через Евросоюз. То есть у меня был перелет через Испанию. И узнав все правила, я выяснил, что если ты летишь транзитом, и если у тебя единый билет, и ты не выходишь из своего терминала и пребываешь в этом аэропорту не более чем 24 часа, то ты имеешь право это сделать без визы. Вот. Собственно, что я и сделал. В аэропорту Мадрида я провел 22 часа. 22 или 22 с половиной, что-то такое. Ну, в общем, да, достаточно долго, но как бы я понимал, что, да, надо это сделать. Вот. Ну, это на одной пересадке. Если ты делаешь 2 пересадки, то нужна уже шенген. Да, есть такое правило, что если бы у меня была еще одна пересадка в шенгенской зоне, да, тогда уже все, уже обязательно должна была быть виза, либо шенген, либо транзитная виза. А у меня было 2 пересадки, одна в Катаре, то есть из Алматы в Катар, Катар-Мадрид, Мадрид-Сан-Хосе, примерно так. Весь путь занял, по-моему, 53 часа. Да. Окей. Прибыл ты в Коста-Рику. Да. И ты прибыл, знал тут кого-то, знакомых, кто-то тебе здесь помог обустроиться? Да, те самые друзья. Те самые друзья, которые здесь уже были, очень мои хорошие друзья, да, помогли, они меня встретили. Вообще, в принципе, помогли там банально сделать вещи, добраться там от аэропорта. Первые дни я там пожил у них. Опять же, мне очень сильно повезло, что как раз в этот момент они переезжали. И этот дом, опять же, в котором жили они, как бы мне был предложен в качестве первого места жительства. И на что я, соответственно, согласился. Было очень классно, супер. Были, конечно, там свои минусы, но, в принципе, для как бы такого первого времяпрепровождения в стране было просто изумительно. И как ты начал обустраиваться, как учить язык? Тяжело вообще было? Обустраиваться, ну, смотря в каком отношении. Искать работу или как? Да, у меня, в принципе, получилось все, опять же, достаточно, я считаю, так удачливо, если можно так сказать.
каком-то определенном смысле мне, да, улыбнулась удача. Я довольно быстро нашел работу. То есть работу я нашел буквально через 2, наверное, недели. То есть вот я прилетел 9 ноября, в конце ноября я уже работал. Сколько прошло, не знаю, там 2-3 недели примерно. Работу я нашел в студии, в тату-студии, которая, в принципе, опять же, мне очень повезло, что находилась рядом, потому что я жил в городе в Колоне, а студия была в Сантане. Это, в принципе, там на автобусе ехать, ну, минут 20-30, в принципе. Поначалу вот я как раз ездил, но довольно быстро я понял, что даже это довольно тяжело, лучше жить ближе, и переехал в Сантана. Вот. Что касается языка, ну, тут сильно зависит от человека. Для меня, например, не было сильно прям сложно, поскольку я, в принципе, на тот момент довольно хорошо говорил по-английски и до сих пор говорю по-английски. Если как бы ты наслаиваешь испанский на свои знания английского языка, достаточного, скажем так, уровня, испанский дается легче. Для меня это что-то вроде смеси между русским языком, потому что очень много чего есть из русского языка, очень много сложностей, скажем так, из русского языка, и очень много из английского языка. Поэтому при как бы такой вот смеси двух этих языков, плюс, опять же, если ты знаешь уже какой-то один иностранный язык, тебе второй дается всегда легче. Но вот у меня ушло примерно, да, наверное, первый год, да, наверное, для того, чтобы вот нормально начать коммуницировать, просто я был вынужден работать. Это не просто обычная коммуникация, когда ты, не знаю, там, приходишь в какой-то магазин, там, что ты просишь на кассе или в каком-то банке, не знаю, тебе нужно сделать какую-то простую операцию. Нет, это немного другое, тебе нужно сразу, сходу начинать говорить на нормальном разговорном испанском языке, понимать, что тебе говорят клиенты, ты должен с ними как-то там, скажем так, обговаривать, коммуницировать, рассуждать и так далее. Это, да, скажем так, было не очень легко с самого начала, но вот да, сейчас, спустя уже сколько, больше, чем 1,5 года, скоро вот будет 2 года. Да, сейчас, в принципе, я вот работаю, по сути, на 2 языках. К слову сказать, насколько я помню, Коста-Рика является одной из самых англоговорящих стран в Центральной Америке, вообще в целом. Это тоже по-настоящему очень хороший такой был для меня пункт, особенно поначалу. Потому что если вдруг люди понимали, что у нас не получается конструктивный диалог по-испански, в примерно 50% случаев, порой даже, мне кажется, было больше, люди говорят на английском. Либо говорят, либо как минимум понимают английский язык. То есть изъясняться все равно можно было. И да, но они, разумеется, предпочитают испанский язык. То есть если ты начинаешь говорить по-испански, все, с тобой будут говорить по-испански. На английский переходить не будут. А как ты устроился тату-мастером? То есть у тебя есть опыт еще в России? Да, у меня история, да, примерно такая, довольно вообще сложная. Тату просто было определенным таким моим хобби на протяжении длительного времени. То есть я примерно 10 лет назад, да, в 2014 году, вот я начал этим увлекаться, начал что-то делать в этой области, но основная моя деятельность, так или иначе, была биология. То есть я учился, я еще начал, когда я еще учился. Работал. И да, это просто было такое что-то вроде хобби, то есть я татуировал там друзей, родственников, друзей, что-то вроде того. И в какой-то момент моей карьеры я вот понял, я имею в виду карьеры биологической, скажем так, наложилось много факторов один на один, и некоторое разочарование в той индустрии, в которой я работал, точнее, наверное, в той даже компании, в которой я работал. Я так еще догадываюсь, наверное, если честно, то и кризис возрастной тоже свою роль какую-то определенную сыграл. Вот. И в какой-то момент я просто понял, что вот если я хочу что-то попробовать еще поделать в своей жизни, то вот сейчас самое время это хотя бы просто попробовать сделать. И я так просто полистал свою ленту Инстаграма, смотрю, а у меня там все только о татуировках, татуировки, мастера, татуировки. Я понял, что если через столько лет прошло, я уже, по сути, построил там довольно хорошую карьеру в области биологии, и я до сих пор мне интересна эта тема, вот надо попробовать. Я уволился и начал работать в студии, еще там, в Москве. То есть у тебя там своя студия была? Нет, я просто устроился в студию, которая была вот в городе, там, где я жил. И все, собственно, я начал работать, и дальше последовали те события, о которых я уже сказал. То есть я буквально уезжал, у меня в моем рюкзаке в условном были там краски, машинка, там, в общем, иглы, все дела для того, чтобы, если что, работать. Вот, было очень так интересно, как меня на таможнях на всех спрашивают, что это там у тебя за тюбики такие лежат с краской. Маленькие, говорит, тюбики с краской. Мне постоянно приходилось объяснять, что это такое, почти на каждой таможне. Кризис возрастной, тебе сколько лет?
Мне 33 года вот исполнилось на днях. Понятно. Да. По поводу тату, то есть ты сейчас работаешь здесь и занимаешься чисто тату? Да, тату, и за последний год вот я еще начал делать пирсинги, то есть, ну, такая смежная, скажем так, область. Пирсинг / тату. Большой спрос здесь? Да, как ни странно, да. Я бы сказал так, как мне говорят местные, просто я же как бы упустил это время здесь, да, до того, как я приехал. Скажем так, сейчас происходит некоторое возрождение этого тренда. У них однажды был тренд на пирсинге, потом он как-то утих, ну, скажем так, и тату, и пирсинг. А сейчас вот он как будто возвращается. И действительно много людей, причем приходят абсолютно разные люди. Приходят от тех, кто там хочет себе что-то такое прям, ну, скажем так, сильно неформальное, заканчивая просто обычными там женщины, мужчины на серьезных работах просто хотят уши там проколоть, нос проколоть, что-то такое. Причем возраст тоже абсолютно разный, там от маленьких детей до очень взрослых таких людей приходят. И... А что ими двигают? Зачем вот ему проколоть здесь, проколоть там? Украшения. Просто людям нравится подчеркивать свои какие-то плюсы, скрывать минусы и да. Большинство местные или иностранцы? Ну, здесь довольно по-настоящему мне трудно сказать, наверное, про всю индустрию. Я могу сказать только вот конкретно про свою студию в Сантане. У нас скорее где-то 50 на 50, опять же. Ну, опять же, если говорить про татуировки, да, про пирсинги я бы, наверное, сказал наоборот. Больше половины все-таки местные. Вот. А в плане, да, тату-сферы я бы сказал, что примерно 50 на 50. Очень любят сюда приезжать вот люди, которые просто приезжают в отпуск, особенно из англоговорящих стран, там, из Европы. Они сюда приезжают отдохнуть. На память. И в самый последний день, да, они приходят, как правило, и хотят сделать татуировку. Мне кажется, здесь по абсолютно очевидной причине, потому что они получают хорошую, как бы, качественную работу за деньги там в 3-4 раза меньше, чем бы они потратили у себя дома. Набью себе тату на эту и на ту. Примерно так, да, примерно так. Окей. А по поводу выведения татуировки, есть такая услуга? У нас нет. У нас нет, причем вообще во всей Коста-Рике есть всего буквально несколько хороших таких профессиональных, по сути, медицинских, я бы сказал, центров, потому что в обычных тату-салонах очень-очень-очень редко можно найти подобную услугу, потому что нормальный аппарат, который это делает, это, по сути, очень такое дорогое медицинское оборудование, которое, во-первых, ну, чтобы оно окупилось, мягко говоря, здесь, при нынешней, ну, как бы, скажем так, при текущих реальных ценах на услуги, вообще в целом в Коста-Рике, он будет окупаться, не знаю, там, лет 15-20. То есть минимум. Поэтому чаще всего такие услуги можно встретить именно в медицинских центрах, которые себе могут такое позволить, и, скажем так, они по-настоящему, я так полагаю, там, делают огромный какой-то спектр услуг, и в том числе этот тоже. Вот. Насколько я знаю, да, всего буквально есть пара мест во всей Коста-Рике, в которых это можно сделать. Это дорого, больно и долго. Да-да-да. Больно, дорого и долго. Вот. Примерно так. Ну, если ты начал делать тату, значит, у тебя есть деньги на вывести. Но, к сожалению, так бывает не всегда, потому что здесь особенно люди, вот, ну, скажем так, особенно местные, не очень искушенные, мне кажется, в этом смысле вообще в плане всей индустрии. И любят, конечно, сделать подешевле. В отличие от тех же американцев, которые, наоборот, сюда приезжают, они такие, ну, скажем так, ищут вот прям качество. Они просто понимают, что такое хорошее качество, что такое плохое качество. Они ищут хорошее качество и готовы за него здесь реально платить. Местные, они тут, скажем так, я уж не знаю, с чем это связано, возможно, с каким-то общим немножко непониманием того, как работает рынок. Любят они тут сами свой рынок подемпить. Вот они любят его поопускать сами зачем-то. Ну, опять же, видимо, потому что не совсем понимают, как это работает. Вот. И есть огромное здесь количество, такая прям прослойка этих мастеров, которые делают, ну, просто за невероятно маленькие деньги, практически в ноль любят работать. Вот. Таким образом, общая стоимость этих услуг на рынке, соответственно, падает. Вот. Этим, разумеется, пользуются те, кто сюда приезжают, но в целом для индустрии это, конечно, плохо. Не хватает здесь какого-то такого регулятора, который бы установил просто какой-то такой порог минимальный. Типа, ребят, давайте вот мы не будем там делать даже какие-то минимальные работы, там меньше вот такого-то, вот такой-то суммы, чтобы все на это взяли и согласились. Вот, к сожалению, консенсуса здесь такого нет. Вот. Поэтому, скажем так, рынок здесь крайне такой, да, такой немножечко опущенный, мне кажется, такой пониженный.
Вот. Что, собственно, не очень хорошо для нас, но очень хорошо для тех, кто сюда приезжает делать. Кто хочет тату на память, обращайтесь к Денису, ссылка в описании. Всегда, да, всегда рад. Вы за границей, вдали от дома и нуждаетесь в медицинской помощи? Доверьтесь компании «Росмедицина», вашему надежному партнеру в области здравоохранения. Мы специализируемся на предоставлении экстренной медицинской помощи и лечения за рубежом для русскоязычных граждан. Наши главные приоритеты – здоровье и благополучие наших пациентов. Мы сотрудничаем с лучшими международными госпиталями и службами экстренной помощи, известными своим высоким уровнем медицинской экспертизы и современным оборудованием. Наши услуги включают экстренную госпитализацию и медицинскую эвакуацию, медицинский туризм, а также роды за границей с возможностью оформления второго гражданства для детей. 5 причин, почему стоит выбрать компанию «Росмедицина». Первое. Лицензированная клиника с более чем 10-летним опытом работы. Второе. Встреча или проводы в аэропорт на автомобиле реанимации. Третье. Сопровождение психологом, владеющим 3 языками. Английский, русский, испанский. Четвертое. Опытные травматологи-хирурги с опытом реконструктивных операций. Пятое. Возможность получения финансовых бонусов, компенсация расходов и скидки на авиаперелеты. Если вы нуждаетесь в медицинской помощи за границей, доверьтесь компании «Росмедицина». Медицинские специалисты сделают все, чтобы обеспечить вам максимальное спокойствие и уверенность в лечении. Подробная информация в описании под этим видео. Ты рассказал, что вы переехали с семьей. Да. Семья по-настоящему присоединилась ко мне буквально через месяц моего пребывания здесь. То есть я приехал в ноябре, в первых числах ноября. Они ко мне присоединились в декабре. Примерно там 10-го, не помню, какого-то там декабря. Да. То есть довольно быстро они ко мне присоединились. Просто нужно было, опять же, сделать определенные дела там. Ну, там, сдать квартиру, продать машину, вот эти вот все дела. Да, сделала моя жена, там, по доверенности, все. И ребенок у тебя дочь? Да. Ребенок, дочь, да, 9 лет тут уже. И как, тяжело было устроить школу? Касательно школы, было устроить максимально легко. Главное попасть вовремя. То есть у них учебный год здесь начинается не как во всем мире, там, в сентябре. Учебный год начинается в феврале. Поэтому вот нужно было попасть. Благо мы очень хорошо попали. Мы как раз в январе переехали в Сантану, где, собственно, сейчас и находится школа. В центре Сантаны есть школа, она государственная, публичная. Мы туда пришли, говорим, вот ребенок. Причем, кстати, да, я насколько помню, я им все говорил по-испански, потому что, в школах по-английски не говорят. То есть там в лучшем случае учитель английского языка будет говорить по-английски, все остальные не говорят. Объяснили, что вот есть ребенок, хотим отдать в школу. Никаких особо вопросов. Единственное, что они у нас все спрашивали, это какую-то справку из предыдущей школы, но мы им пытались объяснить, что никакой справки нет и быть не может, потому что она школу не закончила. Если она школу не закончила, никаких справок быть как бы не может. Но мы им, благо, это объяснили, и все нормально. Они приняли в школу ребенка без вопросов. Разумеется, обучение на испанском языке. Какой класс? Сейчас уже 2-й, вот она, получается, пошла в 1-й. У нас просто получилось, она еще в России в сентябре только-только пошла в 1-й класс. Соответственно, там успела немножко походить, мы переехали. И здесь она просто продолжила 1-й класс, но начиная с февраля. Вот примерно так. Сейчас у нее уже 2-й класс, вот она скоро закончит 2-й класс. Тяжело было адаптироваться в школе? Да, я бы сказал, процесс до сих пор происходит. Он такой растянутый во времени. А нам как-то, опять же, наверное, повезло, что ребенок у нас довольно просто общительный. И так уж получилось, что она, мне кажется, сейчас вот так оглядываясь назад, довольно бесстрессово у нее это прошло. Хотя, опять же, вот по опыту других людей, опять же, в этой же самой школе так получилось, что в этом же самом классе у нее оказался вот русскоязычный мальчик, который тоже, в общем, примерно таким же образом там оказался, как и она. Вот. Тоже, в принципе, хорошо адаптировался. И в целом, я так полагаю, это тоже был один из факторов. Вот их было 2, они как-то могли там друг с другом общаться по-русски. И все-таки, когда у тебя хоть есть кто-то, с кем ты можешь поговорить по-русски, это влияет на вот эту вот, такую, скажем так, более легкую адаптацию. Так что в целом она до сих пор учит испанский. То есть она, конечно, говорит, делает домашние задания, что-то там делает, в общем, тесты делает. Но, скажем так, разумеется, до сих пор есть проседания какие-то, что-то не понимает, приходится помогать, переводить. В общем, вот это вот все. То есть, я бы так сказал, этого времени для вот полной адаптации, чтобы прям ребенок прям абсолютно начал свободно говорить, все такое, мало.
По крайней мере, в нашем случае мало, нужно больше времени. Ты рассказал, помогать нужно и так далее. А школьная программа, вот, насколько она другая, чем в России? Опять же, мне просто трудно сравнивать, потому что я не успел сильно ознакомиться с программой текущей, для текущих детей этого поколения. А я могу сравнить только, наверное, с какой-то своей, когда я еще был ребенком. Нет, ты просто сказал, что она с сентября училась. Да. Но она успела по-настоящему совсем чуть-чуть, и сравнить сейчас уже трудно, потому что там она действительно успела проучиться совсем чуть-чуть, но в целом, как вот, насколько я могу судить, опять же, она плюс-минус похожая. Ну, скажем так, уровень схожий. Уровень, не знаю, там вот какой-то условной математики, такой вот, ну, абстрактной, да, вот математика, она вот, благо, она плюс-минус везде там одинаковая, не зависит от языка, да. Примерно такой же, я бы сказал. То есть ни хуже, ни лучше. Есть некоторые интересные у них такие предметы, вот они социальные науки вот всякие изучают. Мне кажется, такого в России, вот насколько я помню, допустим, вот у нас такого там не было. Вот у них как-то немножечко другой подход, как будто вроде тот же предмет, но немножко о других вещах. Но в целом, вот как бы, если сравнить такой общий уровень, не знаю уж там какое мнение у большинства людей, на мой взгляд, уровень хороший. То есть во всяком случае не хуже, чем в той же России. Вот так бы я сказал. Сколько классов вообще нужно учиться в школе? Насколько я знаю, здесь также 11 классов. 4 есть? Да, есть 4, они школу, по-моему, заканчивают все также 18 лет здесь. 12 класса нет? Насколько я помню, нет. По-моему, 11 классов, а потом, ну, здесь есть, опять же, университеты, есть какие-то варианты, куда можно пойти учиться. И, опять же, я просто там всех тонкостей и хитростей не знаю, но слышал, что тоже есть очень много всяких разных программ. По-настоящему, если ты сильно хочешь, то ты можешь воспользоваться некоторыми программами, там, какими-то, скажем так, государственными, и тебя могут отправить куда-то еще там потом поучиться. Но, опять же, я так понял, при определенном, вот, скажем так, твоем желании, рвении и определенных твоих действиях. Но это возможно. Ты сказал, тебе легко было найти работу буквально через несколько месяцев. То есть это ты нашел без разрешения на работу, без резидентства? Разрешение на работу у меня есть. Я его получил, когда приехал. То есть я его успел получить до того, как я еще устроился, довольно быстро. Собственно, в то время, когда я еще приехал, как, кстати, и сейчас, схема примерно такая. То есть я сейчас являюсь, как это называется, соискателем на беженство. Да. В общем, это примерно такая процедура. Ты идешь в миграцион местный, подаешь заявление о том, что ты хочешь получить здесь убежище, тебе назначают дату твоего интервью, когда твой кейс вообще будет, в принципе, рассмотрен, но на это время тебе дают такую карточку. И у меня еще так получилось, что я успел до декабря прошлого года, 22 года, не прошлого года, 22 года, тогда еще все карточки получали как бы по старым правилам, и мне дали карточку с разрешением на работу на 2 года, которую я должен обновлять каждые, вот, собственно, там, 2 года. А рассмотрение вот твоего кейса по беженству, оно когда будет? Интервью нам назначили на август 2033 года, по-моему. Ого. 33-го, да. То есть буквально вот 11 лет вперед. А что будет, если, к примеру, ты покинешь Коста-Рику, ну и решишь в другой стране жить, то тебя потом не пустят из-за того, что ты уехал? Опять же, здесь я не совсем точно уверен, но я знаю кейсы, что люди, имея такие карточки, выезжали из страны и возвращались назад абсолютно нормально. Это как бы правила это предусматривают. Самое главное – это их уведомить. То есть, если ты их заранее, то есть это нужно получить ситу в миграцион, прийти туда, уведомить их о том, что ты хочешь посетить такую-то страну с такой-то целью. И все, едешь дальше. То есть они тебе дают такую бумажку, ты ее показываешь на выезде и показываешь на въезде. И все нормально, твой кейс остается без изменений, все хорошо. Понятное дело, думаю, всем это понятно, что страна это должна быть не Россией. То есть если ты приезжаешь обратно в Россию, то, соответственно, я так полагаю, по дефолту твой кейс просто аннулируется. А если эта страна не Россия, то можно. Опять же, насколько причина должна быть уважительной и как именно ее нужно доказать, неизвестно никому, я так полагаю, это чисто человеческий фактор. Пришел, рассказал, тебя поняли или не поняли. Все. Примерно так. Что касается, да, вот таких вот перемещений, они возможны. Выезжать можно. И возвращаться тоже можно. И ты тоже имеешь возможность получить гражданство по этому кейсу?
Ну, не гражданство, я так полагаю, а ПМЖ. Ну, да, ну, как седулу. Седулу можно получить. Только после рассмотрения твоего кейса? Только после рассмотрения До кейса. этого ты седулу не имеешь права получать? Ну, как? Вообще-то имею. Ну, то есть, опять же, если вдруг, ну, скажем так уж случится, что родится у меня здесь ребенок, например, то все, соответственно, я могу просто прийти в миграцион, сказать: ребята, я хочу аннулировать мой кейс по получению статуса беженца. Такое тоже можно сделать и даже нужно сделать. Если, допустим, ну, планы изменились, ты хочешь куда-то поехать в какое-то другое место или еще что-то, нужно к ним прийти, уведомить их о том, что ты хочешь кейс закрыть. Закрываешь этот кейс и спокойно делаешь дальше все свои дела. Выезжаешь, они там вроде как дают там какое-то время тебе, чтобы покинуть страну. Вот, и все. И дальше можешь либо заниматься бордер-радами, либо, не знаю, делать любой другой способ легализации, который тебе по душе. Ну вот, допустим, если вдруг такое произойдет, родится ребенок, пожалуйста, можно взять, аннулировать кейс и получить седулу, но уже по абсолютно другому поводу. А жене тяжело было найти работу? Жена, она как пока что просто вот помогает мне. Да. То есть по-настоящему большинство людей думают, что вот надо просто хорошо делать татуировки, и этого достаточно? Нет. Ребят, этого абсолютно недостаточно. Нужно, опять же, по сути, заниматься вот этим своим SMM, да? Менеджментом соцсетей. Это по-настоящему абсолютно отдельная работа. Нужно просто понимать, что это не какая-то там такая вещь, которую можно сделать там на коленке, там с телефона. Нет, это по-настоящему абсолютно полноценная работа, которой, собственно, вот занята моя жена. Она мне очень сильно помогает с контентом, там, банально там снять видео, сделать фотографии, обработать, выложить. Вот это вот вся вот эта огромная, кажется, что маленькая, но по-настоящему огромная кухня, вся по сути на ней. Ну, ты сам еще художник? Ну, нет, у меня нет образования в этой области. А рисуешь ты как? Рисую руками. Где научился к этому? Учился, ну как, я вообще, в принципе, с самого детства любил рисовать. Можно с этого начать. То есть это я там ходил в всякие кружки, там рисовал и так далее. Кстати, как ни странно, наверное, по этому профилю я как раз скорее больше музыкант, потому что я закончил музыкальную школу. Вот. А художественную школу я не ходил, но я всегда любил рисовать. И да, вот, ну так просто вот сам как-то учился. В какой-то момент это стало, допустим, интересна отдельная область, скажем так, рисование. Это портретная живопись. Вот мне стало очень интересно это. Вот. Отдельно вот как бы этому поучился, и в целом как-то так. Вопреки, кстати говоря, расхожему мнению, по-настоящему для того, чтобы делать татуировки в каких-то определенных, особенно стилях, рисовать можно не уметь вообще. То есть для того, чтобы буквально перевести изображение на тело, очень многие мастера этим, кстати говоря, вот пренебрегают, скажем так, умением рисовать, что плохо, сразу скажу, это плохо. По сути, ну, скажем так, по моему субъективному мнению, это плохо. Так или иначе, тот, кто рисует на коже, должен уметь рисовать на бумаге. Примерно так. Вот. Ну и да, если округляя этот ответ, то да, по сути, я учился больше сам. Благо сейчас, в наш век, скажем так, развитых технологий, материалов предостаточно. Если вы хотите научиться рисовать, ребята, достаточно иметь YouTube, и вот все. Больше вам вообще ничего не надо. Лист бумаги, карандаш, YouTube и желание. Все. Все в ваших руках. YouTube блокирует. К сожалению, да, YouTube... Тут даже не знаю, что поставить. Наверное, осваивать VPN вот на технологии, не знаю, на каком-то новом уровне. Хотя, опять же, по моему мнению, ну, опять же, мне кажется, скоро и это даже уже не поможет. Не буду омрачать, но вот мне кажется, что рано или поздно до этого тоже дойдут. Окей, вернемся к Коста-Рике. После переезда из Москвы, так как ты жил в Москве, как считаешь, Коста-Рика безопасная страна? Что касается безопасности, да, интересный вопрос. Сильно зависит от места. Сильно зависит от места и сильно зависит от вашего образа жизни. Я вот так скажу. По-настоящему, если знать определенные, скажем так, давайте их так назовем, карты безопасности, да, что вот есть определенные районы опасны, определенные районы, скажем так, относительно безопасны, то, в принципе, на мой взгляд, с этим знанием и с желанием не находить неприятности,
Это безопасная сторона. То есть Вот надо карту я так скачать скажу. и ходить, да? Так, сюда можно, сюда нельзя. Что-то, не знаю, существует ли такая карта. По-моему, кстати, я даже где-то видел вот в чатах по Коста-Рике, кто-то мне даже однажды, я помню, вот прекрасно скидывал прям карту буквально, и вот прям на карте действительно было там количество, значит, совершенных преступлений, прямо вот действительно на карте, да, и вот некоторые области там были красные, некоторые зеленые. Так скажу, да, вот, допустим, в том месте, где мы живем, Сантана, безопасное место. То есть, если, например, меня бы спросили, безопасно ли там гулять, 100% да. Гуляю днем, гуляю вечером, даже ночью. Ночью там просто никого нет. Вот у меня просто часто бывают такие сеансы, когда я заканчиваю вечером, порой поздно ночью, там бывает там в час, в 2, в 3 часа ночи я заканчиваю, и я выхожу из студии, я иду по городу, и нет никого. Ни единой машины, ни одного человека. Ты просто идешь, ну, максимум, кстати, можно как раз встретить полицейскую машину. Вот это вот действительно. Их много, они ездят, патрулируют, они действительно делают там свое дело. Опять же, как я слышал, вот район Сантана, Эсказу, супер безопасно, много полиции, все следят, то есть все супер. Но опять же, переезжаешь буквально через хайвей, который вот у нас там на севере Сантаны, там вот есть такой район Павас, вот туда не советую. Причем ни днем, ни вечером не советую. Вот опять же, к слову о безопасности, не хотите проблем, не заходите в Павас. Какие плюсы ты здесь увидел? Плюсы в каком отношении? Ну вот после России ты сюда приехал, какие плюсы? Субъективные для меня. Конечно. Первый плюс, который был просто превыше всех остальных, как раз моя персональная безопасность. То есть вообще первая мысль, когда я сюда прилетел, первое мое ощущение, первая вот эта вот эмоция после, ну, такого длительного полета, я буквально прохожу весь этот паспортный контроль, мне там улыбаются, ставят печать, я прохожу и понимаю, что вот так плавно-плавно начинает отпускать вот это ощущение стресса, ощущение того, что я в какой-то опасности до сих пор нахожусь, и все. И вот это было первое. Затем, наверное, вторая вещь, которая меня удивила просто, поразила, это люди. Люди невероятно гостеприимные. Гостеприимные, помогают просто, скажем так, для меня это было своего рода шоком. Когда люди, которых я вижу в первый раз в жизни, я с ними только познакомился, я с ними даже толком не говорю на одном языке, они меня принимают, как будто я их сын, как будто я с ними жил вообще всю жизнь, они относятся вот ко мне на вот таком уровне, который готов мне абсолютно бескорыстно, абсолютно безвозмездно мне помогать. И дальше я лишь только углублялся, скажем так, в этом ощущении. Люди действительно супер добрые. Я думаю, слышали, скорее всего, люди о местном образе жизни, который здесь укладывается в эту фразу очень расхожую, которая называется «пуравида». Это такой вот стиль жизни. Как она переводится? Переводится «чистая жизнь». Чистая жизнь? Чистая жизнь. Но здесь этим словом можно сказать очень много чего. Очень много. Это буквально и привет, и пока, и как дела, и ответ на этот же вопрос, что у тебя все хорошо. Все это вот этой фразой можно сказать. Эта фраза еще параллельно является таким некоторым стилем жизни местных, который вот и выражается вот в этом вот отношении, в принципе, к жизни, как будто вот действительно жизнь должна быть чистой. Это одновременно и хорошо, и плохо. Я в этом уже вот сколько здесь прожил, и нахожу и плюсы, и минусы. Плюсы — это действительно вот это вот такое абсолютно бескорыстное, вот эта вот помощь, какая-то такая легкость в восприятии вообще, в принципе, жизни и каких-то проблем жизненных и вообще в целом. Но минусы действительно есть. Минусы — это вот эта вот некоторая такая немножко необязательность. Если это вот, какие-то там, не знаю, какие-то важные дела, бизнес, что-то еще такое. Некоторая необязательность. Иногда некоторая там непунктуальность. Вот такие вот вещи, которые как бы присутствуют. Я так полагаю, наверное, это свойственно в принципе жарким странам. В принципе. То есть это, скорее всего, свойственно там и Испании, и вообще всем вот этим экваториальным странам. Но здесь, да, это вот действительно, мне кажется, в каком-то смысле, может быть, немножечко вот даже больше проявлено. Из-за вот такого отношения к жизни. Опять же, хорошо это или плохо в какой-то долгосрочной перспективе, судить, наверное, не мне, но, насколько я помню, судя там по статистике, Коста-Рика является одной из самых первых стран по рейтингу счастья.
И насколько я помню, вот здесь боюсь ошибиться, по-моему, по даже продолжительности жизни. Ну, то есть там, конечно, не самый топ, но вот где-то вот около топа. Я так полагаю, наверное, это тоже как-то способствует, потому что уровень стресса в целом у всей нации просто пониженный из-за такого отношения. И, возможно, это тоже влияет. Я думаю, я просто, опять же, как биолог здесь, возможно, немножечко рассуждаю про там уровень стресса, вот, скажем так, общий уровень вот на кортизола у популяции. Вот. Но вот что-то примерно как-то. Какие минусы тебя еще здесь раздражают? Минусы? Не знаю, меня лично по-настоящему мало. Прям, наверное, таких вот минусов, которые меня раздражают. Я поначалу как-то немножечко, наверное, получил такой немножко негативный опыт касательно сервиса. То есть, там, допустим, заказываешь какую-то там доставку, они могут забыть, например, про нее. Для меня, например, это как-то, немыслимо. Ты там заказал, там деньги заплатил, тебе взяли, там, не привезли. Ты спрашиваешь, а почему? Говорят, извините, забыли, завтра привезем. Что-то вот такое. Но, опять же, мне кажется, это была такая ошибка выжившего, потому что в основном, в принципе, все работает нормально. Немножко дольше, наверное, чем там ожидалось бы, но, как ни странно, потом у меня, допустим, был хороший опыт. Я что-то заказываю, мне там привозят на следующий день. То есть, там, не знаю, еду там какую-нибудь заказать. В принципе, тоже нормально привозят. Дольше немножко, чем бы я хотел, но в любом случае привозят, все хорошо. То есть, из вот таких, наверное, минусов, не знаю, мне кажется, наверное, в принципе, все приемлемо в рамках какой-то, по крайней мере, моей нормы, но что мне, например, не нравится вот конкретно, скажем так, в том мире, в котором я кручусь, а я просто бываю не в очень большом количестве мест, в основном это вот там Сантана и вот, допустим, Сан-Хосе. Вот Сан-Хосе мне, в принципе, не очень нравится. Мне просто не очень нравится вайб, суета, огромное количество людей, огромное количество бездомных людей, которые спят на улицах. И, в принципе, те, кто здесь бывали, я так полагаю, наверное, знают, о чем я говорю. Вот, то есть большое количество бездомных, которые, мягко говоря, не очень хорошо выглядят на улицах города. Твои советы и рекомендации людям, которые думают о переезде в Коста-Рику? Мои советы и рекомендации тем, кто думает. Опять же, если немножко абстрагироваться от моего личного опыта... Просто я поясню. Некоторые люди приезжают, месяц пожили, ой, не туда попал, назад. Окей, понял. Если вы не готовы к своего рода такой вот, скажем так, не урбанистической жизни, если вы привыкли жить вот в городе, в суете, чтобы вот небоскребы, инфраструктура, для вас вот это вот прям вообще вот, критически важный фактор. Сервис еще. Сервисы, да. Если вам вот безумно важно, например, доступ к каким-то бесконечным там маркетплейсам, там вот таким вот вещам, если вы привыкли к какому-то высокому уровню сервиса, не едьте сюда. Вы разочаруетесь. Если вы, наоборот, преследуете цели такого вот более, не то чтобы деревенского, но вот менее урбанистичного образа жизни, где будет больше природы, больше зелени, больше какого-то вот такого спокойствия. Опять же, просто кому-то больше нравится жить в горах, просто есть такие люди, которым не нравится жить на побережье, больше нравится в горах. Или, допустим, наоборот, вы просто мечтаете жить у побережья, чтобы там вот волны, песок, пальмы, все дела. Приезжайте, вам здесь понравится. Будет все классно. Сильно зависит от того, что вы ожидаете здесь увидеть. Опять же, что касается работы, здесь вообще такое вот, не знаю, огромное поле вариантов, потому что большинство, я так полагаю, здесь все-таки людей, по крайней мере, судя вот по какому-то моему пониманию, по каким-то моим знаниям, большинство людей все-таки сюда приезжают, они имеют какой-то заработок откуда-то. Либо они работают удаленно, либо имеют какие-то бизнесы, то есть они здесь как бы не работают, они деньги не зарабатывают здесь именно, в стране. Поэтому, если вы не говорите на свободном испанском или на, хотя бы на отличном английском и не готовы, например, учить испанский, то, разумеется, это практически невозможно, на мой взгляд. Практически невозможно на русском здесь работать, скорее всего, не сможете. Не сможете жить здесь нормально. Если
допустим, говорите на английском, и есть желание учить испанский, замечательно. В принципе, в теории большое количество людей могли бы сюда приехать и выучить его здесь. Выучить его здесь, потому что местный испанский выучить удаленно будет невозможно. Просто невозможно технически. Я до сих пор поражаюсь, насколько здесь испанский другой. Его нужно учить здесь, потому что многие вещи вы не найдете нигде, даже в интернете. Их нужно вот общаться с местными и просто у них постоянно спрашивать, а что вот это, а что вот то, а как вы вот это говорите и так далее, и так далее, и так далее. Испанский здесь другой. Это причем говорят даже, скажем так, другие испаноговорящие люди из разных стран. У меня бывали клиенты, например, приезжают из Гондураса. Вот просто вот такой вот один из таких прям самых ярких кейсов. Это же женщина лет там 40, наверное, 45. Значит, мы с ней сидим в студии, я ей делаю татуировку, и она в какой-то момент слышит речь молодых ребят местных и говорит мне, знаешь, говорит, вот сейчас первый раз у меня в жизни, когда я слышу испанскую речь на моем родном испанском языке, и я не понимаю ничего. Даже до вот такого доходит. То есть плюс, да, бывали такие случаи, что люди приезжали там из Мексики, таких тоже было довольно много клиентов. И, кстати говоря, сразу их слышно. Они говорят по-другому, они используют другие слова, у них прям абсолютно другое произношение. Вот. Они тоже говорят, вот первые несколько месяцев они вынуждены вот впитывать местную вот эту вот лексику, впитывать какие-то слова, какие-то выражения, потому что они просто не понимают. Одна клиентка из Мексики, правда, она такая американо, скажем так, американо-мексиканка, этническая мексиканка, которая всю жизнь там прожила в Штатах, то же самое мне говорит. Она до сих пор, она здесь уже там живет, тоже, не знаю, там лет 5, 6, 7, я точно не помню, ну, уже долго. Она до сих пор что-то не понимает. Вот даже вот на кассе там порой в каком-то условном магазине у нее первый язык испанский. Но что-то говорит, ее не понимают. Вот даже так. Ну, диалект разный, значит. Ну да, это просто разные вот версии. Причем они здесь варьируют действительно от страны до страны. Вот у венесуэльцев у них будут свои там какие-то свои выражения, там, свои какие-то отдельные слова, какие-то вещи даже, которые они просто называют по-другому. Даже вот просто предметы банальные они там порой называют по-другому. Из там, не знаю, Аргентины, Колумбии, из разных стран они будут всегда говорить на какой-то немножко своей версии испанского языка. Но вот просто, скажем так, тико версия языка, она еще более особенная, чем все остальные. Как вот часто они любят говорить, как часто они любят сами даже про себя говорить, что вот он как бы такой немножечко у них более вульгарный, чем даже все остальные версии. Вот. То есть их трудно понимать другим испаноязычным людям, даже так. Вот. Они даже мне сами порой в этом признаются. Вот такие рекомендации от Дениса. Учите испанский, если хотите, в Коста-Рику. Остались вопросы, пишите в комментариях. И подписывайтесь на телеграм-канал, там больше фотографий. Всем пока.